Ребят, привет! Я Штукенция из Израиля. Я здесь уже достаточно давно, уже месяца 3, что ли, или больше. Живу, узнаю эту страну, снимаю видео на этот канал и на другие. И я подумала, что этот вопрос, хорошо ли жить в Израиле или отстойно, он витает в голове у очень многих людей, которые либо собираются приехать, либо уже приехали и думают, как им тут нравится или нет. То есть я постоянно встречаю такие разговоры среди репатриантов. Ну, типа, а тебе как в Израиле? Ну, тебе нравится или нет? И есть люди, которым очень сильно нравится, а есть люди, которым вообще не нравится. И я встречала тех и тех, и я как раз отношусь к первой категории людей, которым очень нравится, потому что, ну, иначе я бы не снимала видео и не вела бы канал про Израиль, если бы мне тут не нравилось. Это было бы странно. Зачем нам снимать про то, что нам не нравится? Мы так не делаем. Поэтому мы снимаем, и нам нравится. Но также я встречаю часто людей, которым вообще не нравится. И я подумала, знаете, вот мне кажется, я выяснила для себя такой момент. Короче, кому Израиль понравится, а кому нет. Примерно. Первый момент – это твое финансовое состояние. Если ты очень обеспеченный человек, богатый, можно сказать, у тебя, ну, до того, как ты приехал в Израиль, был такой высший средний класс, такой уровень. Ну, то есть ты там ездил за границу, у тебя там хорошая машина, дом, ты там из Москвы, например, или из какого-то такого крупного города, у тебя там работа какая-то крутая, ну или, в общем, короче, ты вот такой обеспеченный человек. Есть большая вероятность, что, приехав в Израиль, тебе будут многие вещи не нравиться. Почему? Потому что ты и так уже привык хорошо жить, но ты привык жить хорошо еще плюс со всякими бонусами. Ну, допустим, там, если ты живешь в Москве, у тебя бесплатные доставки, все это более-менее дешево. Ты привык к сервису хорошему, что там тебя со всех сторон, в общем, обхаживают, красивые люди, ну и так далее. То, приезжая в Израиль, ты будешь сталкиваться с... Вот постоянно слышу такое сравнение, типа цены, как в мишленовских ресторанах, а сервис, как в Крыму, ну, грубо говоря. То есть ты получаешь не тот сервис, не за те деньги, к которому ты привык. И в итоге появляется такое, знаете, какое-то разочарование, ну, грубо говоря, за что я плачу такие деньги, я там иду в какой-то ресторан, плачу так много, за что? За то, чтобы мне никто 10 тысяч раз не улыбнулся и не принес там какую-то самую, значит, какую-то классную штуку, а принесли обычный бургер, ну, или сэндвич. Вот. При этом, с обратной стороны, люди, у которых был такой уровень жизни, ну, как бы ниже среднего класса, ну, или средний класс, ну, как бы обычный такой, обычно они видят очень много плюсов. Почему? Ну, потому что, во-первых, они не ходят по дорогим кафешкам, ресторанам и так далее, и как бы они не замечают всех этих минусов, которые могли бы быть минусами, но плюс они видят, ну, для них, например, тот факт, что они получают корзину, то, что их поддерживает государство так сильно, то, что есть очень множество программ, то, что есть очень множество реально возможностей, социальных лифтов, доступных многим. И это большой бонус, и в итоге ты начинаешь понимать, там, допустим, в другом месте у меня всего этого не было, а я приезжаю в Израиль, у меня все это есть. И у меня есть 5-е, 2-е, 3-е льготы, даже льготы, ну, куча льгот, которые дают новым репатриантам, они, казалось бы, тем, кому эти льготы не актуальны, они погода не сделают. А если ты реально ими пользуешься, например, там скидка на Арнону, скидка на то, скидка на 5-е, на 10-е, ты можешь машину купить дешевле. Короче, куча всяких бонусов, налоговые льготы и так далее, очень много всего. И как бы если ты всем этим начинаешь пользоваться, ты идешь, ну, грубо говоря, по такой обычной классической карьерной там лестнице, то есть ты приезжаешь, учишь язык в Ульпане, устраиваешься на работу, то ты, естественно, сразу замечаешь разницу. Допустим, в России ты мог работать, не знаю, там, продавцом и получать одну зарплату, ты приезжаешь в Израиль работать продавцом, ты получаешь там в 3 раза больше.
ну и так далее. То есть у тебя как бы сразу же растет уровень жизни. В итоге обычно те, кому в Израиле не очень нравится, ну это либо люди с очень высоким уровнем жизни изначально, ну и как бы им тут, допустим, они не видят каких-то выгод или бонусов для себя, для своего бизнеса или для своих там, не знаю, оптимизации налогов или еще что-нибудь, То есть, ну, каких-то своих дел. Допустим, они этого не видят, ну, или у них нет таких вариантов. Но они видят одни минусы, типа сервис, там, то, все, 5-10. А если наоборот, то как бы наоборот. Кто еще, кому еще не нравится в Израиле, тоже я замечаю. Опять же, давайте уберем вот этот финансовый аспект, там уровень жизни. Просто есть люди, которым, ну, не нравится жара, да, не нравится какая-то такая вот расхлябанность, что ли. Ну, такие более, ну, люди, которые любят что такое более прилизанное. Педанты, в конце концов. Тут уже может быть неважно, какой там у вас уровень жизни, сколько вы там зарабатываете, просто, допустим, вас бесит, что на улице валяются какие-то штуки, ну, типа мусор, да, чуть-чуть там валяется, или вас бесит, что люди ходят такие, знаете, какие-то в шортах, в шлепанцах, такие все какие-то, такие, ну, раздолбайская, то есть вообще Израиль это такая, ну, по энергетике очень расслабленная страна, очень расслабленная, это такой, знаете, такой вечный чил. И люди такие, что-то все идут, куда-то не торопятся, и работают все точно так же. Типа в магазинах никто вообще никуда не торопится. И если вас, в принципе, это бесит, ну вот, в обычной жизни вы любите, когда все четко, быстро, когда все что-то куда-то бегут, когда все прилизано, все убрано. В общем, если вы такой вот человек с таким характером, то вас тоже это начнет бесить, в принципе. То есть это может одно на другое накладываться. Почему же мне так понравился Израиль? Ну вот я думаю, почему у меня возникли скорее положительные впечатления, чем отрицательные. Я над этим много задумывалась, потому что даже люди, которые на меня очень сильно похожи, и мы вроде из Москвы, и у нас какие-то похожие профессии, образование и так далее, все равно бывает такой, знаете, разительная разница. И я подумала, мне кажется, самое главное, почему мне понравился Израиль, это, знаете, ощущение свободы. Что такое для меня ощущение свободы? Это первое, когда ты можешь сколько угодно находиться в каком-то месте, и тебя оттуда никто не выгоняет, то есть ты находишься там ровно столько, сколько ты хочешь. Ну, вот это наличие гражданства получается. То есть это вот очень приятное чувство. То есть я могу в Москве быть сколько хочу, да, это мой дом, меня тут никто не выгоняет. То же самое, я могу здесь быть сколько хочу. Вот пока мне нравится, я тут есть. Пока мне не выгоняет меня никто. Это очень приятное чувство. Я его стала особенно ценить после того, как поездила, в разные места. Мне там где-то понравилось, там во Вьетнаме мне понравилось, в Голландии мне понравилось. Но как я могу остаться в Голландии? Мне надо идти на какую-то там работу или, не знаю, выйти замуж за голландца, в конце концов. Но у меня нет никакого гражданства там или вида на жительство и так далее. Получить его, для меня конкретно, довольно трудно. А здесь у меня оно есть. И вот это ощущение, что я, вот это само чувство, оно, знаете, очень сильно нивелирует все остальные чувства. Второй момент. Почему мне тоже очень сильно понравился Израиль? Потому что он как-то соответствует моему внутреннему настроению. Я, наверное, человек, который не очень любит париться, не очень любит напрягаться, не очень любит... Хотя, знаете, все часто говорят, вот, в Израиле надо так много работать, надо быть таким задротом, надо то-то, то-то. Все мне это постоянно пишут в комментариях, но, ребят, по факту, я не говорю, что это не так. Просто я имею в виду, энергетика у Израиля совершенно другая. Наверное, тут есть люди, которые такие, типа, задроты и там фигарят, я не знаю, что-то такое. Но, слушайте, посмотришь на любого продавца в магазине, он, сонная муха. Просто, мне кажется, он приполз на эту работу, что-то такое, типа, ой, давайте я что-то тут поделаю. Что-то поделал, мне кажется, он уже после обеда начинает думать, что ему уже скоро домой. Я бы не сказала, что здесь люди выглядят перетрудившимися. Нет. Я не знаю, я еще не работала ни на какой работе, и не знаю, как тут все это выглядит, но реально вот то, что я вижу, как я сталкиваюсь с людьми, люди не особо в целом запаренные. Все выглядят довольно такими расслабленными, никто никуда особо не торопится, никто даже, вот то, что здесь такое отсутствие сервиса, в каком-то смысле это потому, что мне кажется, что люди, даже там, не знаю, продавец, он не особо
держится за свою работу. То есть если там он всегда найдет другую. Мне кажется, здесь нет проблемы найти новую работу, мне кажется, здесь нет проблемы вообще что-то новое найти, поэтому люди такие, знаете, типа, ну, короче, немного пофигисты. Я это много где видела, и в бюрократических местах, и в всяких этих магазинах, и просто людей, с которыми мы встречались, и люди, которые там сдают жилье и так далее, ну, с кем мы тут общались, все такие немного, знаете, на расслабоне, все что-то такие чил, короче. И мне в целом это нравится, то есть это когда соответствует, знаете, моему настроению. Я опять же не знаю, почему мне конкретно в комментариях так многие пишут, что нет, здесь надо просто, раздолбиться в лепешку, чтобы чего-то там у тебя получилось. Наверное. Но, знаете, это же, опять же, раздалбливаться в лепешку можно с разным настроением. Можно при этом быть как бы расслабленным и позитивным, а можно быть таким, знаете, таким напряженным, смурным, таким каким-то человеком. Короче, в Израиле все в основном улыбаются и более какие-то, знаете, такие, не парятся. Мне это нравится. Следующее, что мне еще понравилось в Израиле за все это время, это то, что реально здесь очень много неочевидных возможностей, которые мне даже в голову не приходили раньше. Ну, типа, идешь по улице, лежит апельсин на полу. Ты можешь его съесть, он будет очень вкусный. Вот мы вчера нашли цитрусовый фрукт, я не знаю, что это, мне кажется, это какой-то гибрид, может быть, грейпфрута и апельсина, очень вкусный. Просто на полу лежал, идешь, он как с какого-то дерева упал, блин. Ну, мы подняли, помыли дома, съели, очень вкусно. Ну, то есть, видите, такие неочевидные вещи в России ты не можешь себе представить, что ты идешь по улице, у тебя под ногами апельсин лежит, но они там как бы не растут и не падают. И вот это, то, что я сейчас объяснила, это такая, знаете, метафора. То есть в Израиле много чего тебе падает под ноги, такого, к чему ты не привык, такого, чего ты не ожидал. И это бывает, ну, не обязательно в виде халявной еды, хотя это тоже. Но именно каких-то возможностей, которые, опять же, то, что тебе помогают, то, что у тебя есть льготы. Все эти льготы очень, на самом деле, весомые, если так их рассмотреть. Каждая эта льгота, если ее с умом применить, может очень хорошую тебе выгоду дать. То есть много-много-много всяких штук, которые такие, ты думаешь, и это здесь хорошо. И вроде бы есть минусы, но если все суммировать остальное и научиться всем этим пользоваться, и научиться как бы в свою сторону оборачивать плюсы страны, которая может тебе их дать, мне кажется, это круто. И в этом смысле я даже рассматриваю изучение языка иврита именно с точки зрения того, как научиться получать выгоду для себя лично от страны, в которой ты находишься. И многие мне сейчас скажут, что ты такой потребитель, ты хочешь только для себя. Ну, слушайте, все хотят только для себя, безусловно. Но, естественно, есть у тебя там права и обязанности, там, которые ты должен делать. Но в рамках этих прав и обязанностей ты все равно можешь делать для себя наиболее лучшим образом. Поэтому, чтобы научиться, чтобы понять, а где что можно получить, а где что можно оформить, а как это можно сделать, а как это, не знаю, записаться в какое-то там образование бесплатное или еще что-то. То есть есть всякие штуки прикольные. Мне кажется, это очень интересно, этого очень много. Оно даже многие вещи такие неочевидные, которые не везде написаны. Это Израиль на самом деле дает очень-очень много таких вариантов. Вот, так что меня это тоже вдохновляет. Ну и, конечно, здесь высокий уровень жизни. Это, наверное, самое главное, что меня прельщает в этой стране. Я не говорю, что это единственная такая страна, много таких стран, но в Израиле чувствуется именно высота уровня жизни, потому что, допустим, даже дворник получает зарплату огромную. Он не может получать меньше. То есть минимальный порог зарплаты так настолько большой, что бы ты ни делал в целом, ты все равно живешь как, у тебя все равно, ты приходишь в магазин, ты можешь купить еду, ты можешь арендовать жилье, то есть тебе нахватает на все. Да, ты там, может быть, не купишь себе какую-то виллу или машину или что-то такое, но вот на таком базовом уровне в целом вот эта высота уровня жизни чувствуется, и это приятно, мне это тоже нравится. И мне тут часто в комментариях тоже говорят, ну вот же можно поехать в какую-нибудь более дешевую страну или там в Европе же лучше. Ну да, мне тоже нравится в Голландии. Я тоже считаю, что Голландия классное место.
Но вот сейчас, допустим, если выбирать между Голландией и Израилем, конечно, я выберу Израиль, потому что в Голландии, что мне там делать? У меня нет там ничего. Ну, даже тупо гражданство, паспорта, да что я там буду делать? Ну, побуду я там туристом. Ну да, может, я могу какой-то опять получить грант там на 3-6 месяцев, может быть. Ну и что, опять эти 6 месяцев кончатся? То есть нужно либо искать какую-то работу. Ну, то есть непонятно. Опять, а у тебя работа кончится, да, опять ты там никто. То есть вот этот вопрос даже чисто с пребыванием в стране, наличием там ВМЖ, ПМЖ, гражданства, это очень важный вопрос. Получить гражданство какой-то страны, ну, либо за какие-то бешеные инвестиции можно, если ты, ну, опять же, если ты очень богатый, наверное, ты можешь купить себе гражданство там где-то. Но если нет, если ты обычный человек, вот, в принципе, как я, то ты понимаешь, ну вот, здесь, отсюда меня никто не выгонит, я тут местный, я тут могу получить медицинскую помощь, если мне надо. Я тут как бы, ну, гражданин развитой страны. И меня отсюда не выгонят. Вот это очень такое, знаете, чувство. Я, на самом деле, до конца в него еще не поверила. И все еще, ну, пока не получила до конца все эти документы биометрические, там, и паспорт и так далее. Я вот сейчас, у меня сейчас пока их нет, я их получу через 6 недель. И у меня до сих пор такое чувство, что это все какая-то, знаете, сказка. Меня сейчас возьмут, как это карета лопнет, и мне скажут: давай проваливай отсюда. Это все типа, ну, не какая-то не Золушка, давай там это сваливай. Ну, то есть у меня реально, я не верю до конца, что это, что меня отсюда не выгонят. Ну, честно, вот если сказать. Забавный такой момент. Но все равно. Поэтому я понимаю людей, которым не нравится Израиль. Очень хорошо понимаю, потому что здесь реально, ну, много минусов, которые даже, ну, подбешивают. Но с другой стороны, почему-то, вот даже интересная вещь, почему-то все эти минусы меня не парят. Ну, я думаю, ну, вот там собаки без поводков гуляют. Я думаю, ну, пофиг, у нас на даче в Подмосковье то же самое. Не знаю, там какие-то бумажки валяются, думаешь, ну, ладно, ну, типа, не у меня же во дворе. Если бы у меня во дворе валялись, я бы пошла убрала. А так, ну, у кого-то валяются. Ну, им так нравится, наверное, им комфортно так жить. Ну, и типа, пожалуйста. Не знаю, там какие-то вещи типа климат. Климат здесь хороший. Вот кроме лета. Лето я не знаю еще, за лето не могу сказать. Но явно, что осень, зима, ну, скорее всего, весна, будет хороший климат. То есть все вот это время прекрасно. Не жарко, не холодно. Дождики есть. Ни то, ни это, короче, очень хороший климат. Ну, лето я не беру, я не знаю, когда вот эта жара начинается. Потом что еще? В целом тут люди прикольные. Здесь очень многонациональное население. Из разных стран люди. На всех языках мира можно встретить. И с белой кожей, с черной кожей, с каким хочешь разрезом глаз. Там столько разных людей из разных стран, и русскоязычных тоже очень много. Кстати, большой тоже плюс, можно сказать, и минус, потому что тебе тут никогда не будет скучно в плане общения с русскоязычными. Постоянно мы встречаем каждый день кого-нибудь, кто говорит по-русски, из разных тоже стран, СНГ, из России, это всюду. Везде есть с кем потусить, с кем пообщаться, песни попеть, у костра посидеть, не знаю, ну такое вот комьюнити. Поэтому даже в этом смысле как-то ты чувствуешь себя больше как дома, чем когда ты в Голландии. Потому что в Голландии, ну, русскоязычных мало. А здесь на каждом шагу русская речь. Пожалуйста, по-английски можешь говорить, на русском можешь говорить, ну, иврит еще можешь выучить, еще на иврите можешь говорить. Вот, но как бы это все, знаете, нет проблемы. Даже если ты не знаешь местный язык, ну, вот иврит ты не знаешь, вообще никаких проблем. Мы тут 3 месяца живем, я вообще не испытала ни разу проблемы, ну, кроме того, что я приложения не понимаю, там какие-то, ну, через экранную лупу перевожу. Но в целом нет проблемы. В Голландии сложнее было, потому что, ну, тогда еще не было технологии экранного переводчика, тогда еще просто как-то технологии не были так развиты. Там ты чувствуешь, что вообще ничего не понятно, а тут мы вот за 3 месяца мы уже алфавит выучили, какие-то слова читаем. Я уже могу название города практически любого прочитать. То есть если, ну, понять, где мне надо выйти, я могу название остановки прочитать хотя бы. Ну, какие-то базовые там слова выучила. Ну, прикольный язык, мне нравится в целом. Причем иврит, он такой
В принципе, такой же маленький, узкий, как и голландский. То есть я и как голландский не очень хотела учить, потому что он слишком узкий. Одно дело там испанский, да, учить, или английский, или, ну, не знаю, что-нибудь такое. А другое дело вот такой маленький язык, который на нем только здесь говорят. Это, конечно, ну, человеку в 40 лет кажется немного бессмысленно с нуля учить такой язык. Но в целом он прикольный, он звучит красиво, он приятный на слух, и мне нравится он больше, по крайней мере, чем голландский на слух. С голландским мне вообще не нравится, он какой-то не очень приятный на слух для меня. Иврит, по крайней мере, приятный. Вот. Ну, я так особо сейчас не тороплюсь прям учить язык, но в целом язык мне нравится. Вот, так что, видите, почему-то я для себя вижу много плюсов, опять же, наверное, потому что это единственное место на Земле сейчас, ну, кроме там Москвы, да, где я могу находиться сколько хочу, где я себя чувствую защищенной, где у меня есть права какие-то, ну, обязанности тоже какие-то есть, но, в общем, ты чувствуешь себя вот местным. Я не вижу для себя каких-то пока что других вариантов, может быть, они и есть, но пока что, видите, я их даже особо не рассматриваю, потому что, ну, здесь прикольно, мне нравится, у меня нет какого-то отвращения, типа, я просто реально часто это встречаю, нет, все, мне нужно срочно там куда-то уехать. Мне кажется, еще это может быть связано с тем, что люди, у них, может быть, были очень завышенные ожидания от Израиля, допустим, они ожидали, что они приедут в Израиль, и здесь там какая-то манна небесная на них свалится, ну, то есть у них было очень высокое ожидание от страны, потому что на самом деле у Израиля очень хороший пиар. Ну, типа, что тут лучшая медицина в мире, это такая хай-тековая страна. Ну, то, что ты слышишь про Израиль, когда ты там где-то живешь, или что она такая вся из себя мощная военная держава, ну, такое. А потом ты приезжаешь и такой, типа... Но у меня такого не было. Я как бы слышала весь этот пиар про Израиль, но я как-то почему-то в глубине души понимала, что это во многом пиар, а во многом как бы просто, ну, у каждой страны есть какое-то, знаете, международное представление, что мы такие классные, мы такие бла, ну, это как бы нагнетание того, что мы такие классные. И я про Израиль, вот честно, перед тем, как сюда приехать, я думала, что это как Египет, но только чуть более, типа, такой технологичный. У меня были, на самом деле, довольно низкие ожидания от Израиля в глубине души. Почему, опять же, я не знаю, ну, просто были вот такие. Поэтому, когда я приехала в Израиль, меня скорее... Многие вещи удивляли, что они лучше, чем я ожидала заранее. И за счет этого, то есть у меня были пониженные ожидания, я приехала в страну, и меня многое обрадовало из-за того, что я подумала, ну все не так плохо, по крайней мере, как я думала. И за счет этого создается как бы такой позитивный настрой. То есть ты получил больше, чем ты ожидал. А когда ты получил меньше, чем ты ожидал, тоже становится неприятно, потому что ты ждал, что тут вообще все прям... вау, а тут как бы не вау, и ты такой, не нравится. Мне кажется, в этом еще дело, так что вот, в этом смысле вот такой, знаете, излишний, хороший такой, нам часто в видео говорят, вот надо только хорошее говорить, но знаете, когда ты говоришь, что только хорошее, про что бы то ни было, человек потом приезжает и видит реально, и он разочаровывается. Наоборот, мне кажется, надо говорить как есть, вот показывать и хорошее, но и показывать и срачник. И тогда ни у кого не создается никакой иллюзии, и человек имеет реалистичные ожидания, и он скорее будет счастлив, чем если он ждет что-то такое, знаете, не пойми что, приезжает и потом разочаровывается. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот ваше какое ощущение было первое, если вы можете его вспомнить. Вот когда вы только-только приехали в Израиль, вы первое время, вам нравилось? Или вы такие, господи, куда я попала, вообще заберите меня отсюда. Мне интересно. Понятно, что со временем, наверное, это все меняется. Но попробуйте вспомнить ваши первые впечатления и как они потом трансформировались, если уже прошло время. Жду ваши комментарии. Пока!